Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о киви, но не о платежной системе и не о волосатой ягоде, которую многие считают плодом, хотя это ягода оттуда же, о ком мы будем разговор говорить. Да, мы сегодня поговорим о птице и узнаем о ней то, что не знали, а многие увидят ее впервые. Птица киви – уникальное пернатое существо, которое обитает только в одном месте на Земле, и это место Новая Зеландия. В роду у киви 5 видов. Это южный киви, северный бурый киви, большой серый киви, малый серый киви и рови. Киви из одноименного семейства удивительная птица, не похожая на других животных. Она даже не имеет крыльев, без которых, казалось бы, птицу нельзя назвать птицей. И это дополнительный плюс для изучения этой птички. Далеко не улетит, а если начнет бежать, догоним и изучим. Киви — это небольшая, размером с обычную деревенскую курицу, бескрылая птица, которая на самом деле немного напоминает мохнатую кожуру одноименного фрукта, ну или ягоды. Перья киви поначалу можно спутать с настоящей густой шерстью млекопитающих. Кстати, хвоста у этой птицы тоже нет, но у нее есть вибрисы. Это такие усищи, как у кошек, а температура тела киви около 38 градусов по Цельсию, что ближе к температуре тела млекопитающих. И кроме того, есть здоровенные длинные лапы для быстрого бега и зверских убийств насекомых. Да, киви в основном ими и питается. У киви также имеется очень длинный и тонкий клюв с ноздрями на самом кончике. Да и киви в основном полагается не на зрение. Глаза у нее очень маленькие, всего 8 мм диаметром и не сильно-то видящие. А на развитые слух и обоняние. Хотя я плохо вижу, зато я нюхаю и слышу очень хорошо. Напевает такие песни, наша киви расправляется с хитиновыми. Кстати, среди птиц более сильное обоняние есть только у кондоров. Птица киви — это эндемичный вид Новой Зеландии. Это означает, что киви живет исключительно в одном месте и больше нигде на Земле. Эндемичные виды характерны для Австралии, Новой Зеландии и ближайших островов из-за их изоляции от крупных материков. Эти птицы ведут довольно-таки скрытный образ жизни. Они стараются поселиться и бегать на своих лапищах там, где еще не ступала нога человека, ну и там, где нет врагов-хищников. Влажные вечнозеленые леса, а также болота – привычные места обитания киви. Кстати, длинные ноги с длинными пальцами предназначены именно для продвижения по вязкой почве. Днем птиц киви трудно встретить на открытой местности. Эти птички обычно прячутся в вырытые норы или дупла, а вот ночью пушистые птицы выходят на охоту. Киви – одиночные птицы. По ночам они гуляют по своему территориальному участку, кушают ягоды, семки, насекомых и червей. Ученые, кто нюхал птицу, рассказывают, что от киви почему-то сильно попахивает грибами. Такой запах, вероятно, нужен для обозначения своего района. Но с появлением хищных млекопитающих этот факт стал печалью. Кошкам и собакам, да и завезенным горностаем с крысами, на запах грибов все равно, а может даже и как специя не помешает. Поэтому не напрягаясь охотиться на киви. А если бы не мероприятия по охране и разведению этих птиц, то их уже не было бы и остался бы только запах, да и то ненадолго. В брачный период, длящийся с июня по март, киви образуют себе пары. Интересно, что союз киви моногамен и продолжается как минимум пару лет, а известны случаи, когда эти птицы образовывали пары на всю жизнь. А мы переходим к самому интересному и необычному. Киви сносит всего одно, ну или два яйца невероятно большого веса, до 500 грамм. И это рекорд среди птиц. Да и ладно страусу-то снести такое яичко, он и весит-то немало. Но самка киви весит до 3, и как это и что вообще остается загадкой. Яйцо киви обычно белого цвета, иногда с зеленоватым оттенком, а еще по содержанию желтка в яйце киви вновь становится рекордсменом. Его там 65%, а у других птиц, на секундочку, не более 40. Самка киви, вынашивая яйцо, очень много ест. Еще бы, ведь перед откладыванием такого гиганта птица вообще ничего не ела. Отложенные яйца насиживает самец, иногда его сменяет самка. Через 2-3 месяца птенец вылупляется и первое время не ест. Детеныш питается подкожными запасами желтка, и только после 2 недель птенец вырастает и выходит на поиски пищи сам. Птица киви сама по себе очень необычна. Ее особенности не характерны для других животных. Дети этих птиц рождаются уже с перьями, а не с пухом. За непохожесть на других птиц известный ученый Уильям Кальдер называл птиц киви почетными млекопитающими. Кстати,
Кстати, именно птица дала название мохнатой ягоде, а не наоборот. Да и платежную систему назвали в честь птицы. Да и кроме того, сделали ее национальным символом в Новой Зеландии. Там птица киви появляется на монетах, на почтовых марках, на футболках и дорожных знаках. Мало кто из животных способен навредить мохнатой. Из-за того, что европейцами на остров несколько веков назад были завезены хищники, такие как кошки, собаки, куницы с крысами, горностаями, численность киви заметно уменьшилась. До этого времени птиц киви было гораздо больше. Впрочем, в местах, где нет нехарактерных для Новой Зеландии животных, киви в безопасности, и их популяции ничего не угрожает. Киви существа счастливые, потому что они долгожители. В естественной среде птицы могут прожить до 60 лет, если, конечно, не будут пойманы и съедены местными хищниками или аборигенами. И на данный момент птиц киви разводят в зоопарках, заказниках, заповедниках, в национальных парках, и потом либо отпускают на волю, либо оставляют на обозрение горожан в специально оборудованных жилищах. Спасибо, что посмотрели этот ролик, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.